привет всем. В армии 3 наступило время рулетки и миссии из нашей мастерской. Вот периодически, да, я запускаю во время своего отпуска, так сказать. Вспоминаем миссии, смотрим, какие работают, какие не работают, играем, что выпадет. Да, сегодня, скорее всего, поиграем в кампанию уже. Так, сейчас я гляну, какие компании мы играли. Мы играли в компанию Дагестан, которая работает 50 на 50, да? Вот, значит, сейчас ставим выбор компаний. Из категории служу спецназу, кровавые деньги, медвежья помощь. Вот из этой серии. Ну, давай, никто кроме нас сюда же воткнем. Эти 4 компании, да? Так, что на... А, нет, погодите, надо вот так вот сделать. Давайте вот эту стопочку мы отложим сюда. Типа на будущее. Это потом в голосование воткнем, когда будет тема миссии опять. Вот, а компании сейчас... Вот эту стопку я копирую и сюда вставляю. Все, у нас 4 компании. Сейчас будем... Блин, можно как-то время тут настроить, чтобы, допустим, она крутилась, а у нас музыка играла. Было бы здорово, да? Как это в программе «Поле чудес», да? Сектор приз на барабане. Так, ладно, поехали. Вы выиграли операцию Flashpoint 98-го года. Поздравляю вас. Так, ну, вот мне просто интересно. Никто кроме нас, хорошо. Будем играть. А вот если я вот так вот сделаю. Сделаю последнюю кампанию «Медвежья помощь». Прикинь. Че за хрень, блядь? Второй раз одно и то же. Тебе что, название понравилось, что ли? А, рулетка, блядь. Прикинь, второй раз выбирает, да. Ладно, хорошо, никто кроме нас все равно будет. А давай вот так сделаем. О, медвежья помощь уже. Так, ладно. Медвежья помощь. Медвежья помощь. Все, играем в медвежью помощь. Ну все тогда. Компания у нас на сегодня. Никто кроме нас. Пойдем. Рулетку мы уже не на это сегодня не будем использовать. Компания. Никто кроме нас. Как-то человек задавал тоже вопрос, типа это... Что-то типа из армы 2 сюда перенес. Вот. Только это не перенесено, она переделана полностью на современную арму 3 из армы 2. Вот эта компания, в которую сейчас буду играть. Она 22-го года. Вот столько людей ее озвучивали. А, Барон, привет, привет, привет. Я тебе там написал в чате привет. Как говорится, в программе рандома не существует. Да, вот как видишь, как-то существует. То есть он выбирает никто кроме нас 2 раза, а потом только медвежью помощь. Не знаю, как она работает. Ну. Модов невелико, а людей велико. 17 человек, прикинь, озвучивало. Также в компании 9 касцен, некоторые в миссиях и 13 миссий.
Не, понятное дело, я сегодня ее всю не буду проходить, я вообще ее не буду всю проходить. Мы поиграем столько, сколько мы сможем поиграть, и столько, сколько работает вообще миссии, вот. Как бы... Это не значит, что мы ее все будем проходить. Просто начнем, поиграем, вспомним. Так. Описание. Офицер-десантник когда-то в прошлые времена проходил срочку ВДВ на острове Зирск. Ему пришлось принять участие в войне за существование. Вот, эта история он делится с молодыми срочниками, типа нашего времени, мирного времени. Так, ну первым делом надо компанию загрузить, она у меня, по-моему, есть в Стиме. Да, она есть у меня в Стиме. Так я на нее подписан тоже, да? Тогда делаем вот так. Чисто. Я вот видите вкладку чисто, это значит я сохранил. Короче, вот что такое, вот мой совет тут вам, чтобы вы мозги себе не 14 февраля или вот. Вчерашний праздник вспомнил. Рандом это все равно кем-то прописан алгоритм. Ну это да. Я не говорю, что там все идеально. И это рулетка онлайн. Так что... Ну, по крайней мере, это лучше, чем это. Чики-пики, пальчик выкинь. Или там эники-беники, ели вареники. Лучше же, да, я думаю. Как думаешь? Так, компания, вот она. No one but use. Даже вот и пытался угодить этим ребятам. И то они в Steam пытались потом гадости делать. Я имею в виду, еще английский язык им создавал. Не, есть, конечно, люди, которые прям писали, иностранная аудитория тоже. Были такие нормальные ребята. Ну, здесь мы попробуем. Да, выгрузить все. Ну, я не знаю, классикой делаю. А какая кнопка, где выгрузить все? Вот это что? Слушай, сколько вот работаю здесь, вообще никогда не выгружал ничего. Вот выгрузить. Ну, можно так делать, как бы. Не, мне проще, вот я чисто сохранил, допустим. Сейчас вот сохраню. Так, вот GSRS, кстати, рекомендую сейчас вот этот GSRS использовать. Да, нормальный GSRS Байлен. Ты, кстати, смотрел стрим-то, где я играл с ним доминацию? Вот он, вот, нормально, мне понравился. Вполне играбельный, вполне... Звуки тихие стали, акустические такие, динамические. А не вот эта трещотка, которая раньше была слишком громкая, я бы сказал. Так, ну и все. Вот я подключаю звуковой мод и подключаю паркур, и больше мне ничего не надо. Этого мне достаточно. Не знаю, мне нравится рулетка вполне. Разнообразие миссий есть. Чем она тебе не понравилась, не знаю. Она же не выбирает одно и то же по 500 раз. Нет, рулетки я искать не буду. Мне вполне эта рулетка нравится. Как бы я ее сам создавал. Ой, проговорился. Зачем я буду рулетку искать? Мне что, это сильно важно, что ли? Рулетка, она просто дает выбор и все. И все то, что есть. Она же нам не дает выбор. Она же нам выбирает все равно что-то. Так, все, я сохранил. О, Рико, привет. Вот, я всегда делал так. Вот я, допустим, моды все вот эти. Можно, да, можно выгрузить, конечно. Ты нажал выгрузить. И ты можешь просто сохранить, как, допустим, чисто. Все.
Сейчас вот это удалю. Просто в любой момент ты выбрал вкладку, допустим, сейчас вот компания. И вот тебе надо эти моды убрать, ты просто выбираешь свою вкладку чисто. Все, не надо ничего выгружать, галочки там нигде ставить, ничего. Так что... Рулетка это чисто формальность, как бы, чтобы выбрала нам, что поиграть. Все. Это не так важно. Я тут поле чудес не устраиваю, поэтому не знаю, что ты заморочился. Ну и что? Я не могу понять, тебя что эта рулетка-то зацепила? Она тебе так важна, что ли? Я же не в поле чудес играю. Вот прицепился к этой рулетке, ну. Ну, выбирать же она нам миссию, и все. Ну, что тебя к рулетке-то принесло? Не будь у той категории. Звуки не те, музыка не та, потолок не там, стены некрасивые. Вот, знаешь, мне вот от этих кадров хватало уже, у которых вечно что-то не то. Ты же нормальный вроде, не такой. Ну, будь нормальным. Так, все поставил. Все, поехали играть. Одно радует, сегодня уже не надо будет выбирать ничего. Оно уже выбрало. Так что не заморачивайся на этой рулетке. Нормальная рулетка. Или мне надо ее купить еще для этого? Кого? Во-во. Реально, поле чудес, нам надо оттуда рулетку. Не знаю, я просто как бы... Мы раньше просто вот я выбираю, мы играем, да, допустим. А сейчас я, ну, сделал небольшой выбор. Вот. 4 варианта, допустим. Ну и все, рулетка сама что-нибудь выберет. Я даже сам вот в удивлении, что она выбирает компанию никто кроме нас. Я вообще думал, она какой-нибудь Дагестан сейчас выберет. Наоборот, она выбрала современную рабочую компанию, где мы можем хоть сейчас поиграть. Вот. С одной стороны, как бы в этом плане нам повезло. Компания, говорю, не старая, она такая уже. Ну, 22-го года. 4 года компания. Для Arma 3 это немного времени. Здесь компании живут по 10 лет, ну, до сих пор. Ну, они сломанные, конечно, но они же существуют, и их запускают. Ну, что, поехали. Еще раз говорю, вымышленный сюжет создавал не этот, ну, допустим, да, я создавал, но я не лютый там какой-то сценарист или что-то. Просто такой же любитель, как вы. Ну, освоил редактор, все. Поехали, а то у нас же некоторые гении сразу. А чё Ника в Голливуде? Да, для тебя. За твое спасибо. Голливудское кино. Пары выполняют движение по направлению Нижнего Пары. Давление 7,62. Ярославль не возражает. Че у вас там все появилось? Блин, я забыл сохранить. Сейчас, подождите. Так, компания никто кроме нас. Все, играем на позитиве. Забываем о всех негативах. Так сказать, приятного просмотра. Так, никто кроме нас. Пока не буду баллы ставить. Я не знаю, как она сейчас работает, не работает. Посмотрим. Надо еще вот это вырубить. Да, ребят, я сегодня хотел еще поиграть. Но у меня пока только загрузилось. Разнообразить игры. В общем, на канале появятся гоночки. Обязательно погоняем. Пока не буду говорить какие.
И игра тоже на прохождении. Да, тоже не буду говорить, какие. Завтра попробуем, скорее всего, да. Я хотел сегодня запустить, просто они долго загружались. Ну, все, они скачали, сейчас установлю, завтра будем играть. Поехали. Так, это все работает. Все. Себя уберу, чтобы вам глаза не мозолить, а то я с утра некрасивый. Ответил 027. Подхожу, точку. А он там потерял. 022. Да. Право курса 20 выполняю. 022. Выполняю право курс 150. 6300 по стандарту в наборе до 6500 по стандарту. По 023. 20 00. 7300, все, понял. Как ты угадал? Вот все-то знает. Вот, блин, я вроде нигде это не говорил. Да. Барин, вот все-то ты узнаешь. Конечно. Ну. В графике Armory Forge только. Майнкрафт. Говорит, Майнкрафт загрузил, типа я. Ну, надо же когда-то начинать уже. Возраст подходит. Все, поиграли, хватит. Надоело. Да, это что хотел сказать-то? Это сюжет был в Арме 2 сделан. Это было 21... Ой, это был 11-13 года. Это было... Сколько мне? 20... Ну так, где-то 22-23 года. Я как бы все... Я просто как бы... Создал здесь хоть и на современной структуре, но сюжет был придуман в те года. Поэтому он, может, не такой прям голливудский.
веселее струнно играй. Я под песнь твою вдали пойду, если нужно босым по льду моих предков забытый край. Прошепчи или зверем вой, дабы в наши сердца проник и поведал бы нам про них правдорубящий голос твой. Вижу, тучи водят хоровод, слышу грохот грозовых ворот. Это Перуна, священный день четверг. Мы с тобою будем умирать, дружно князю отвечала рать, когда Святослав в бою Хазар поверг. Как под камнем трещит стекло. О, поклонитесь все. Не забудьте. Ческий пантеон новой верой был потеснен, пока время водой текло. Вольных росичей покрестил православных церквей канон, обернувшись для всех в закон, стал оплотом державных сил. И едва славянский мир погряз в чехарде междоусобных дрязг, от степных набегов застонала Русь. Но мы были чересчур горды жить под игом Золотой Орды, и на радость вскоре разменяли грусть. За отечество, за царя поднимались из пепла мы, словно свет из проклятой тьмы, как поутру встает заря. Никому не понять наш нрав, пред врагом не склонив голов. Наш народ все же был готов сотни лет прозябать без прав. Но однажды наступил тот миг, и трудящийся к штыку приник, чтоб свободой воздухом наполнить грудь. И представить трудно нам с тобой, как валялась власть на мостовой. Безальтернативен был тогда наш путь. В череде наших Когда мы уже концовку смотрим, титры. стали тем, будто в горле кость, кто копил в депозитах злость и спонсировал Третий Рейх. Рвали с корнем. Слушай, ну хорошо поиграли, да? Ух ты, со второй армы миссия, да. Ну это как бы, ну да, это портированный сюжет, но миссии все равно пришлось самому дополнять. Сюжет все равно переделывать. А суть шапка кампании также начинается, как и в кампании про Арму 2 там. Как в Арме 2 кампания началась, так она здесь начинается. Да, я это сказал поклониться, просто этот человек, он великий создатель Армы, вот. Ну, те, кто знаете, о ком я говорю, вот. Когда видите его где-то на просторах интернета, не забудьте поклониться. Да. Смирно! Вольно. Но он так считает. Товарищ майор, разрешите обратиться? Обращайся, рядовой. А помните, вы нам рассказывали одну из своих интересных историй пару дней назад? Вроде хорошо так начали. Про остров Терск. Да, помню. Очень рады выслушать вашу историю, товарищ майор. Ну раз так, то слушайте. Это было в 2006 году. Ну да, у меня есть. Все до 22 года, до февраля, все нормально с ним было. Потом ему это метеорит на башку упал. Так, дневник, мой личный дневник. Я Агафонов Василий. Блин, ребята, у меня шумновато, буду микрофон вырубать, будем просто погружаться. Привет, блин, подожди. Ты же это... Фу, блядь. Короче, привет. Ты просто пишешь, старичок, я хотел тебя новичком назвать.
Блять, как бы правильно обозначить, подожди. Ладно, привет, молодежь тогда, да? Так будет. Привет, молодежь. Бойцы нервные. Какие бойцы? Эти нервные, да? Ну, ты что, они на расслабоне отдыхают. Перерыв у них. Ё-моё. О ком речь? Я что-то не въехал. Да, был и есть тот человек один. Ладно, не бери в голову. Я просто говорю для тех, кто его знает. Вот. А те, кто его не знает, то... Как же вам повезло. Я, Агафон Василий, 87-го года рождения, был рожден в Советском Союзе. На данный момент, в 2006 году, летом меня призвали в армию Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения службы. Так непонятно? Ну ладно, давай по-другому. На данный момент, в 2006 году, летом, меня призвали в армию Вооруженных сил Российской... блядь, я сегодня чтение будет ни о чем. Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения срочной службы ВДВ. В августе 2006 года нас переправляет самолет Ил-76 на остров Тец для продолжения военной службы. Я ни разу не был на острове и ничего не слышал о нем. Спустя несколько часов мы прилетаем на место и нас забирают военные грузовики. Да таки... Что надо? Вот... Соберись. Куда? Ну, у меня есть одежда рядом, я могу одеться. А куда собраться-то надо? Куда идем? Куда собраться-то? Вот эта птичка. Значит, мне повезло. Да, тебе повезло, значит. Мыслями. Здравия желаю. Сегодня мысли на расслабоне. Поэтому, если их собрать, то можно вообще в арму не играть. Добро пожаловать на остров Терск, в воздушно-десантные войска. Здесь из вас сделают настоящих мужчин и защитников нашей Родины. Разойдись по машинам. А чё, у меня вид от третьего лица? Надо вид третьего лица? Или без него будем играть? О, у меня же вот эта штука есть. И рассвет настает. Напишите письмецо, как живет там наш рай. Сейчас человек мне потом в комментариях напишет опять. Да, 100 пудов что-то на графику использует. Да нет, там человек это... Посмотрел миссию, там мы вот прошлую рулетку-то играли тоже. Ну, говорит, что-то на графику, типа, ну, фильтры есть, но не на графику, а в программе стримов. Ну. Но вот это-то не фильтры. Так, куда мне садиться? Не сюда. Просто прикинь, в машине сидишь так, в армии, и на пацанов так. Тебе по очереди потом пух, голова, глаза. Это предыстория миссии. Кстати, создавались так же, как и в армии 2.
перемотка времени просто шло. Но здесь она как-то все равно коряво работает. Там намного качественнее это работало. Так, напоминаю, эта компания была выбрана онлайн-рулеткой. Было выбора 4 компании. Вот эта компания «Никто кроме нас» 22 года. Доступна она в Steam для Army 3. И также в группе ВКС. Так, мы прибыли на остров Терс. Я буду служить в ВДВ. Я, Агафонов Василий Андреевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Играть в арму, проходить все миссии кампании, потом переходить в рефорж. Но я выполнил это все, да, до конца. В армии 3 отслужил. Потом вот сейчас... Нет, как бы служу дальше, все равно в армии 3. Периодически в рефорж тоже. В командировку ездю. Поздравляю, пацаны, с присягой. Вот и наше время настало. Спасибо, взаимно. Какие планы на сегодня? У меня цепной. Наконец-то настал день, когда я могу залепиться от души. Хлебов говорит, что остров закрыт для посещения родных и близких. Пишите письма. А майор еще тот мужик. Даже в магазин не отпустил. Придется Кузю опять просить, чтобы балабаса набрал. Казарма ужасная. Ты в армии служил? Пора валить. У нас около 2 часов до построения. Уходим. Казармы видел? В то время какие были? В то время, не сейчас. Это еще хорошая казарма. Ты, вот смотри, ну, тут 2 вопроса. Ты в армии служил и откуда ты? Вот, ты в армии не служил, а вообще сам откуда ты? Хотя нет, если в армии не служил, уже не важно. Я не знаю, где там у кого какие казармы, но когда я служил в армии, у нас были такие казармы. Не везде, но были. Ниже опускайся, еще ниже. Вот эта тема, это не вымышленная. Это в игре сделано так, как оно на самом деле в армии. Все, что можно было вот создать, я сделал. Вот. Я в армии служил, поэтому я и создал это. Это не какая-то там отсылка, пропаганда. Просто вот как оно на самом деле, только на игре сделано. Сейчас пару сек. Сейчас. Это, еще раз говорю, компания была создана. Я как раз, по-моему, да, я пришел с армии со срочной службы. Потом я ее создал через год, где-то через 2.
Вспомнил редактор. Ну как создал ее, перенес из армы 2 сюда просто. Вот. Ну добавил некоторые моменты вот эти. Подкорректировал. Где-то местами. Поэтому тут... Не, ну может у кого-то... Просто армия у всех была разная. Где кто, смотря в какое время служил, какой род войск, чем вы занимались, как бы... Вот. Здесь идет обстановка мирного времени, допустим, обычной службы. Вот. Как оно на самом деле проходит. В то время. Я сейчас не знаю, как оно в мирное время. Вот. А в то время, да, было весело. Вы чё, духи, думаете, тельник за присягу получаете? Через полчаса, чтобы не видел вас в тельняшке. А сейчас немного профилактики. Это уже, скорее всего, ты про тюрьму какую-то говоришь. Полтора встал, бегом. Хотя, знаешь, дедовщина, она иногда была местами, может, даже и на тюрьму похожа. Смотря какая. Она разная бывает. Смотря к каким хлопчикам попадешь. Ладно, все, давайте не будем о негативе, давайте просто будем играть в игру. Ты меня услышал в озвучке? Ну да, здесь же мой голос здесь. Я даже здесь, по-моему, несколько персонажей озвучивал. Голосов было много, что приходилось по 2 голоса даже брать. И не только мне, а некоторым ребятам. Ну, если голос, конечно, можно маленько как-то редактировать, то можно 2 голоса озвучить. А если он везде один и тот же слышится, тогда смысла нет. Компания, это получается, была чисто сюжетная. То есть это, вот, знаете, вот как играешь, допустим... Сейчас музыка проиграет. Как вот какие-то там игры проходишь коридорные, да, по уровню там. Также и здесь что-то такое, наверное, только на основе армы 3. То есть здесь надо делать то, что тебе говорят, и то, что игра от тебя требует, но не то, что ты хочешь. Здесь такого не получится. То есть вот компания, она в основном для такого игры. Мой личный дневник. Ноябрь 2006. Служба в армии на острове Терс. Продолжается. Мы приняли присягу, и на сождение у нас начинаются стрельбы. Сейчас бегать будем. 20 видеокассет знакомый передал, снимал, как служил в армии. Ну, понял, видишь. Ну, у него так было. У кого-то... Вот. Смотря где кто служил. Я еще раз говорю. Разные места есть. Я в Сибири служил. Допустим. У нас своя обстановка. Рота, подъем! Форма одежды номер 5. Построение у казармы. Через 10 минут выезжаем на полигон. Всем получить свое оружие и быть готовым к выезду. Разойдись. А, это не здесь, это в другой компании. Здесь у нас реально полигон. Точно, точно. Что, сильно темно у нас, нет? Ну да, как у меня прям. У меня тоже темно. Держи автомат, не потеряй.
Так у нас в армах боты в строй встают. А вот так мы их строим потом, да? Налево! За мной! Шагом марш! Музыку чуть потише сделаем. Я слышал, что летом. Муха, как прогулка прошла после присяги? Что интересного за пределами части? Какую-то деревню забрели, и там ни девчонок, ни магазин, глушняк полный. Зря ушли. Кузя балабаса набрал. Неплохо посидели. А ну заткнулись все. Чё за разговоры? Крокодильчика в машине желаете посушить? Как нет оксижена. Как крокодильчика. О, блядь, это так сейчас смешно все звучит, как вспоминаешь. Обезьянки, крокодильчики, всякие там полтора. И там еще-то были веселые упоры лежа. Приготовить оружие к выполнению учебных стрельб. Рядовые Агафонов и Карпин. На исходную.
Я Рядовой твои Агафонов мишени стрельбу поразил, завершил. завершил ты, блин. Нифига ты не завершил, это я завершил за тебя. Что-то бот не дострелял, да? Ну, вспомнили. Я так и думал, что он задаст вопрос. А ты почитай пункты ответа внимательно и поймешь, про что им речь. Пункты ответа почитай внимательно, поймешь, о чем я. Бывает, кстати, приятно иногда проходить свои старые работы, видишь, вспоминаешь, что ты сделал когда-то ты. Ну да, с одной стороны. Так я уже сколько их проходил. Я сейчас играю уже так. Стараюсь погрузить и вас в игру. Ну и плюс там это... Все-таки сейчас... Ну, трекер, может, атмосферу даст, да и все-таки компьютер-то получше был, чем раньше. Все равно FPS не те были. FPS-то тоже хорошо себе дают знать, так сказать. Тем более на модифицированной армии там постоянно FPS отлетал. Перекур закончен. Все в казарму. Бегом! Марш! Я, блядь, это тоже... Вот этот, кстати, момент тоже реалистичный. Были моменты тоже, ну, я раньше курил, да, я 15 лет прокурил, это я уже сейчас сколько, года 3-4 не курю, я раньше курил, постоянно в курилках тоже бывало. И офицеры вот приходят, капитаны, допустим, майоры, вот такие ребята, не лейтенанты, лейтенанты они все равно как-то попроще были. Что-нибудь стоят там, ля-ля-ля-ля-ля-ля, потом что-нибудь вот так вот, как он. Перекур окончен, все. То есть такие моменты были, да. Поэтому там сначала вроде ми-ми-ми, там мимишка, а потом... Кого пацаны были молодые? Это сейчас, блин, ты уже сам как бы, наверное, годами как этот офицер, и понимаешь, все это смешно было. Ну, а раньше ты как пацан, ты это, для тебя это все как-то казалось, блядь. Сейчас бы ты что-нибудь ему сказал бы сам. Ну, если закончил, тебе надо, иди, да? Не, ну там ты так не скажешь. Потому что там... Ну, тема армии, она и... особо тебе не дает таких возможностей, к сожалению. Ну, не, есть, конечно, я думаю, были такие места, где можно было так сказать. При этом не получить пиздячек. Не именно как бы физически. Там же все идет юридически еще. Можно так загреметь, что ты срочку не отслужишь, уйдешь, посидишь где-нибудь. Так что дело такое. А где пункт понятия не имея о чем ты? Какой пункт где? А, не-не-не, вот все, что предложено. Не, можешь вообще никакой пункт не нажимать, если тебе... если твое... Если твоего пункта здесь нигде нету, лучше вообще ничего не нажимай. Так, ладно, заставочка. Товарищ майор, что было дальше в вашей истории? До наступления следующего лета все проходило спокойно, как у всех военнослужащих в армии. Полигоны, марш-броски, наряды. Был еще один интересный случай, только уже после наступления Нового года, где-то ближе к февралю месяцу. Ехали мы как-то в машине на КПП. Я как раз в этот вечер заступал в наряд.
Все, что касается боевых действий, это все вымышлено здесь в игре. Вот. А все, что касается армии, нарядов, общения вот это между солдатом, обращение там разрешите, ответы там так точно есть. Все. Это все, как оно на самом деле было в армии. Сейчас, может, оно изменилось, это, конечно. Но вот, когда я служил, так оно было. Так вот офицеры обращались, так вот ты к ним обращался, были моменты общения такие. Все это все из армии. Ну, я был раньше, как бы, мне было интересно раньше это все. Я любил это все. Армейское, имею в виду. Поэтому и создавал. Поэтому некоторым ребятам и интересно в это играть. Потому что это не придуманное, блядь. Вот. Не от этого, допустим, просто там фильмы насмотрелся, да. Все, что касается вот обстановки, именно вот они сидят в курилке, там вот это все как в жизни было. А что касается боевых действий, нет, это все вымышленное, вот и все. И вот все, что там события вот эти, это все вымышленное здесь в игре. Сейчас вот в наряд тоже, вот прием дежурства, вот тут это тоже так в жизни было. Я сегодня заступаю в наряд по КПП, дежурная машина меня подвезет на пост. Ну, здесь, видите, его машина на пост подвозит. А мы пешком ходили в пургу зимой. Раньше зимы-то были не такие, как сейчас в Сибири. Это сейчас непонятно, что за зима. 1 месяц морозов и все. И весна опять. Так, а что я как-то боком? А, у меня мышку надо. Так что вот эти события, это просто как бы показать вот тем людям, которые в армии не служили, как оно, допустим, вот у меня было в армии. Не знаю, как там было у кого, у других. За других не говорю. У нас же как люди, если думают, что это у него там инопланетяне приземлились, так они у всех приземляются. В переносном смысле, правда. Нет, у тебя было так, у меня так, у другого так. Поэтому все зависит, еще раз говорю, от места, где служил, от людей, кто тебя окружает, и от офицеров, кто руководит этой темой всей. Да, это где компания, да. Я вот, кстати, какую я службу прошел, я такую службу на видеокассетах нигде не видел, не знаю. Где вы там эти кассеты смотрите? Нам даже телефоны нельзя было иметь. Если они у тебя спалятся, у тебя их забирали, и все, звонить нельзя было. А, подожди, звонили только по выходным, и то выдавали нам эти телефоны. Я даже помню, 2 раза телефон палился, карман пришивал у себя в рукавах или в штанине. У меня, сука, он во время, когда утреннего осмотра, у меня хуякс упадет с кармана, блять. Ага, что это за хрень? И все, и забрали у тебя его. Так что не знаю, где кто как служил. У меня мобильные телефоны вообще запрещены были. Поэтому у нас свои видеокассеты. Приехали. Наверное, не знаю, где-то. Что случилось? Почему закипел? Да хрен его знает. Пойдем посмотрим. Ладно. Патрубок в окне. А запасных с собой, увы, нет. До КПП около километра. Прямо по дороге. Доберешься?
Передай, чтобы дежурный запросил эвакуатор. Скажи, что сломался, стою жду. В смысле, а как же Яндекс Такси доехать? Пешком не хочу идти. С этим модом у УАЗика звук как будто как Урал. Ты же говоришь, он же хороший мод. А сейчас сам говоришь, что уже не хорош. Не знаю, звуки как звуки. Так оно и раньше так же. Непонятно, что как звучало. По-моему, те, кто создают этот GSRS, они на УАЗиках, наверное, не ездили. На Хаммерах катаются, нет? Ну вот и так пользовался. А я первое время, знаешь, как с телефонами. Один раз помню, пацан мне дал позвонить, я, блядь, его телефон спалил. Мне потом пришлось со временем ему возвращать телефон, покупать. Он мне дал позвонить, а я, блядь... Я не помню, как он у меня... я забыл про него, что у меня он там-то лежит. Начал выворачивать одежду, он у меня выпал, и все. Как бы мой косяк. Просто когда-то бывает забывал об этом, ну, потому что, блин, после нарядов придешь, кого там по 4 часа спали. Я помню свой телефон, эти Самсунги маленькие такие были, размером Моторолы, кнопочные. Зато компактный, удобный такой телефон. Он небольшой. Бля, я не знаю модель его, честно. Они недорогие были, они там рублей 500, может, стоили на то время. И не надо было нам никакие WhatsApp и все такое. Были рады просто смс-кам и звонкам, да? Просто с близкими даже созвониться счастье было. Зима. Конечно, она здесь... Не, ну... Армовская зима. Классно же. Даже такая. Задание. Добраться до КПП у меня. Доложить дежурному. Сименс был? Сименс, да, знаю Сименс. Сименс, знаменитая модель телефона когда-то. Рядовой Агафонов, смена наряда. Дежурная машина сломалась за 2 километра отсюда, прямо на дороге. Требуется эвакуатор. Понял. Запрошу эвакуатор. Принимай пока пост у Дневального. Если вы готовы принять наряд, то подойдите к Дневальному. Через меню действий принимайте наряд, сделайте выбор. Сейчас пойду посмотрю. Вдруг где-нибудь насрал. Всякое бывает. Слушай, классно у вас тут атмосфера. Я помню свою каморку тоже на КПП. У нас же даже сиденья убирали. То есть у нас не было ни стульев, нифига. Потому что солдаты спали, палились. И у нас вот, допустим, просто, я помню, вот КПП, просто батарея была. И 1 на 1 метр комнатушка. Или сколько там, 2 на 2, блядь.
И все. Так ты на этой батарее кайфовал уже. Я иногда реально армию с тюрьмой сравнивал. Я в тюрьме не был, конечно, но я думаю, периодически что-то схожее. Местами. Правда, ну да, что-то есть. В то время, опять же. Удачи, Васька. Завтра увидимся в казарме. Спасибо, Гера. И тебе приятного отдыха. Сейчас за нами приедет машина. Эвакуатор запросил. Скоро заберет УАЗ. Просто вот для тех, кто меня сейчас не понял, думают, какую-то хуйню несет, как армия может с тюрьмой связывать. Суть та же, у тебя срок, также избежать ты не можешь. Если сбежишь, ты будешь плохим, тебя могут за это наказать. Ты будешь как дезертира, не знаю, как это. То есть ты должен вот на территории части, а если это еще закрытая часть, сидеть не как в тюрьме, блядь. Вот и все. А если еще и уставная часть, то тебя будут гонять, как в тюрьме, также, по правилам. Вот, это чтобы понимали. Это опять же тогда все было так, сейчас не знаю. Считай, постоянно ходишь строем, в столовую строем. Вот уставной полк у нас был, когда мы КМБ проходили. Везде строй, в туалет строим, туда строим, блядь. Ну, по сути, это то же самое. Какие инопланетяне? Ты о чем? Ну. Принцип тот же, да? Только ты не это, как бы, не подуга, как он говорится, не осужденный, да? Ну, так сказать, недалеко до этого, если будешь вот, если вот этот режим, тяжело будет тебе в этом режиме, еще будешь нарушать что-то, либо сбежишь, либо кому-то плохо сделаешь, либо офицера обидишь, тебе недалеко до осужденного, кстати, будет. Я тебе говорю, уставная часть, а если это еще тыл, все, блядь, это то же самое, как на Канары попал. Примерно. Только без статьи. Ну, по идее, так. Просто отношение вот, скотское реально было, я помню. Некоторые у нас солдаты не вывозили и давали пиздюлей этим офицерам, блядь, и потом загремели за это даже кто-то на губу в то время, помню. Просто там же тоже такие долбоебы есть.
которые тебя доведут. И все, ты уже просто от безысходности ему ебальник сносишь, и все. Ладно. Так, задание. Сходить в деревню, забрать сгущенку. Пойдем. Я когда-то хотел тоже своему командиру по роже надавать, но нельзя никак. Тварь такая тоже. Оставалось мне уже там сколько дослужить. Машину попросил помочь ему, короче. Застрял на шестерке на своей развалюхе этой, блядь. Где-то за территорией части, где-то километр-два, наверное. Ну, выдернул меня, я на КПП был. Он вообще не имел права меня выдергивать. Ну, он меня выдернул, КПП оставили из-за него, дебила. Хотя он офицер, вообще за это наказать можно было. И все, КПП брошен, я пошел помогать ему выталкивать его хуйню эту, блядь. Вытолкнули, он съебался, я остался, блядь, один. Вот примерно вот в такой атмосфере. А у меня ни карты, ничего, я не знаю, куда идти. Просто благо дорогу запомнил более-менее. Ну, пилил, блядь, вот в пургу в такую, ну. Вы что, вот это нормально? Это нормально считается вот для армии? Ну, вот просто вот я вам говорю, какие там офицеры были, дебилы. По идее, я бы мог заявить на него, да, но я не могу, потому что я обычный солдат, мне никто не поверит. Докажи. Это сейчас тут можешь камерой записать, ты крутой пацан, да, там записал, вот смотри. А раньше никак это нельзя было записать, то есть все, что там творилось, ты об этом никто не знал толком. Ну. А если бы кто-то что-то узнал, ты еще и там морально не выживешь. Вот. Так что времена были веселые. Мы офицеры всегда... Да. Раньше вот такое было. Они были такими, да. Ты думаешь, просто так их оскорбляли всяко разно? Потому что они вели себя так. Если он думает, что у него там звездочки, так все, ему теперь поклонись. Так что у меня как бы есть и позитивные моменты, есть и негативные. Негативные моменты у меня в основном от командиров, офицеров остались. Вот после армии я вообще их перестал уважать, некоторых. Я не говорю, что всех. Если человек офицер, это не значит, что он хороший человек. Погоны они еще не красят человек. Поступки красят, вот и все. Лично мое мнение такое. Похоже, я заблудился. Так, добраться куда, блин? Я заблудился. Ау! Как нас учили в детстве, если ты заблудился в лесу, ау! И тебе ответит тоже, у-у-у, да? А потом прибежит и... Нет, блядь, что-то рычать разучился. Что там? Нет, у меня голос. Я когда курил, а мог рычать, сейчас не могу. Я про волка имею в виду. Ау, и он тебе ответит у. О, нифига себе тачка. У меня же паркур есть, точно, он сейчас сохранится. Я могу полазить. Ну-ка, давай покажем, как мы бегаем. Что он, блядь? О, ништяк, смотри. Опа. Ура! Я свободен. Нет? Надо как-то выбраться отсюда. Но я бы еще отслужил бы без нарядов, а просто казали жизнь свободную. Ага, без нарядов не получится сложить, поверь. Сейчас даже на контракт пойдешь,
ну, в мирное время будешь все равно в нарядах сидеть. Если ты, и то, даже если ты будешь лейтенантом, тебя дежурным будут ставить, какая разница. Сейчас в армии, знаешь, какие хитрожопые? В мирное время, еще раз говорю. Там все, вот те, кто давно уже служат, они сделают так, что ты будешь там в нарядах сидеть. А они домой поедут. Вот и все. Не, ну нахуй, я гражданскую жизнь предпочитаю. Пиду это все. Спасибо. Больше не хочу. На гражданке ты, по крайней мере, здесь, если ты не хулиганишь, то ты, ну, нормально живешь, как бы, и надзиратели над тобой не ходят, блядь. Не спрашиваешь, а можно покакать сходить? Я заблудился, но спустя часы сумел найти обратную дорогу. Как вы нашли обратную дорогу? И что было, когда вы вернулись на КПП без сгущенки? Дорогу только сумел найти к утру. На КПП дежурный потерял меня и поднял тревогу. В итоге чуть в дезертиры не записали. Выкрутился этот дежурный, как хитрый уж на сковородке. После той ситуации мне пришлось несколько нарядов провести на тумбочке в казарме. Но это все пустяки по сравнению с тем, что случилось с нами летом 2007 года. То тут тоже надо, как бы, вот этот момент, я ни разу не интересовался, вот по законам армии, да, можно ли, вот, допустим, у тебя есть командир роты твой, да, а ты находишься там на КПП, вот, при этом ты один, то есть у тебя нету дневальных, ты один дневальный там вот находишься, ты дежурный, дневальный, и вот он тебя, допустим, пытается выдернуть куда-то за территорию части, но он твой командир. Но при этом никого подмену не находит, и вы бросаете пост тут, блядь, по сути. Кто здесь виноват тут? Как вот это вообще? Вот тут надо посмотреть вот этот момент. Я, конечно, в то время был салага, блядь. Но сейчас вот я просто осознаю, ты понимаешь, что, по идее, он нарушил правила все. Ну, я так думаю, надо прочитать. Он, по идее, как бы как командир он меня выдернул, да, все, но он не имел права бросить пост территории военной части без охраны. Я говорю, они там вообще охуели вот в то время. Что хотели, то творили, уроды. А был он примерно, наверное, в то время, он даже сейчас, вот если он моложе меня, мне и то сейчас больше годов, чем ему. Ну, на то время, конечно, он старше был. Дебилов всяких хватает. И там, и здесь. Так, следующий день, утром мы подняли флаг, и все происходило по распорядку дня. Зарядка с пробежкой, в обед полигон, вечером наряд в столовую, так как планировалось.
У меня в кадетке была форма одежды. Вот она, Флора, которая горная. Блять, как я любил, это капец. Это вот получается справа стоят ребята, прям ближе сюда вправо, где этот идет такая желтоватым оттенком Флора. Мне нравилась вот эта форма одежды. Я обожал ее. А в армии потом выдали вот эту зеленую. Потом эти кирзачи дали. Кирзовые сапоги классные. Мне нравились. Каждое утро и каждый вечер. Ежедневно. Утром подъем флага, вечером в любой день флаг снимается. Неважно, есть кадровые офицеры, нету. Все равно командир всегда есть, дежурный есть, который команда за частью дежурный. Короче, там все делится. Дежурный по части, дежурный по столовой, дежурный по наряду в казарме там, да. Все делится. Везде есть дежурные, есть дневальные обязательно. Дневальные — это люди, которые в основном занимаются рабочим делом, да, там, столовой, там, допустим, еду накрывают, да, кушать готовят повара тоже. Ну, сейчас гражданский, наверное, уже. Ну. В казарме дневальные в основном занимаются поправкой там, кровати поправляют. В армии вот помешаны на этих кантиках, им надо все ровненько делать. Они даже когда копают траншеи, должен кантик быть. Блять, такая болезнь, пиздец, да? Там помешаны на этих кантиках. Тебя подстригают, здесь обязательно должна быть окантовочка. То есть кантик тоже. Везде кантик. Этот кантик уже вот здесь стоял, блядь. Вот вместо того, чтобы просто заправить кровать и пойти, тебе надо, там, короче, есть отбивки такие, они плоские. Одной отбивкой ты, допустим, давишь на кровать, да, другой, и вот так вот кантик делаешь постоянно. А вы удивляетесь, почему в зеленый цвет траву красить. Это еще не все. Там и листья можно в зеленый покрасить, если заняться нечем. Пофиг вообще, какая погода. Дождь, снег. Никогда не отменялись построения, поднятие флагов. Это все строго, это все правила такие, но
И в дождь, и в снег стояли, да? Те, кто служил, знают. Ну, я-то, видите, я был натренирован еще с кадетки. Я в кадетке же учился. То есть я когда в армию пошел, я уже умел эти построения, знал все вот это строем, уже мне было как-то несложно ходить, все. А пацаны с гражданки, им сложнее все равно было привыкать к этому. Я-то уже с кадетки, мне-то похер было. Вот. И то я охуел, блядь. Честно говоря, лучше бы в кадетке бы еще побыл. А чё танкисты в шлемофонах? Ну, потому что, чтобы понять не было, что это танкист, это же игра. Ну. Мы играем, хоть и здесь и сделано как бы что-то приближено, как оно, но геймплей все равно здесь должен быть. Есть пехота, есть танкисты. Это для игры сделано просто, чтобы ты понимал, что это вот строй танкистов, знакомься, вот лица запоминай их, потому что они тоже будут участвовать в сюжете. Просто знаете, вот когда создаешь что-то оригинальное, тебе потом начинают: а вот это разве может такое быть? А здесь разве такое может быть? А здесь разве так может быть? Вот. То есть вы с этим столкнетесь. Вот если вы будете в редакторе что-то создавать, готовьтесь. Если вы, допустим, не сделаете по мотивам «Грозовых ворот», как там было, а сделайте так, как вы хотите, оригинал свой создать, вам в комментариях будут писать: а вот здесь носок не такой, там берцы не такие, а здесь вот он не накрашен, там у него стринги другие. Ну, примерно так. И в основном это люди пишут той категории, которые нихуя вообще делать не умеют, а только эту клавиатуру давить и думать, как ее давить, и все. Ну, выводы такие. Талант хороший. Сейчас подойду. А какие у вас таланты? Вот вы пришли к нам на программу наебать другого. Какой необычный талант. Побрили, дали в руки ХБ, парашют вручили, а вот теперь я не пою, да не играю, а вот теперь я на плацу, да загораю, а где ж вы, кудри, что вели, Отличная новость. Через 2 недели начинается подготовка к прыжкам. В июне планируется учебный сезон. Уже совсем скоро мы станем настоящими десантниками. Слышал, что командование собирается нанести визит во время этого сезона. Поэтому придется постараться, чтобы все прошло на высшем уровне. Закончить упражнение. Строиться у шлагбаума.
Парашют не подвел. Я заболтался. Вот раньше песни, да, были. Блин, прикольные вообще. То о маме, то он пронаебал. Вообще разница, да? Да чё он у меня парализованный не бежит, блин? Там никого нету сзади. А вот теперь я стал похож на расписяя. А вот готовлюсь к кишку. Да растерялся. Парашют не подвел. Я заболтался. И вот повис я на стропах и легче. Выполните с товарищами утреннюю пробежку. Блять, прыгает так смешно. Ой. Русские солдаты. Неожиданная встреча. Я утюг забыл выключить. Сержант, не молчи. По добру отвечай. Подумай о своих товарищах. Забираем всех. Нас ожидает долгий разговор. Я думаю, около часа у нас есть, пока остальных не потеряли. Будете дергаться, устроим для вас братскую могилу. Боевик начинается. Значит, говоришь, на острове есть десантная воинская часть. Назови численность десантников вместе с вами. Что ты молчишь, сержант? Я повторяю вопрос. Сколько вас здесь вместе с твоими пацанами? Ты, наверное, не понимаешь, с кем ты ведешь разговор. Хорошо, придется разъяснить. Ахмуд, убей этих троих сопляков. Погоди, не стреляй в них. Я все расскажу. Ну вот и договорились. Пойдем, побеседуем. И как они оказались на острове? Видел я этих бородачей по телевизору, еще до службы в армии.
Нам нужно выбираться отсюда и предупредить всех остальных. И каким способом ты собираешься это сделать? У них на каждого по 2 ствола. Неплохой разговор у нас получился с тобой, сержант. Но ты пойми нас, что мы не можем вас отпустить. Вы пойдете с нами. Объясни своим пацанам, что это не учение, а мы серьезные люди. Если не договоримся, то придется решать вопрос кровью. Я думаю, никто этого не хочет. Верно же? Блин, что он так Сейчас тормозит? Ну это, все резко не без ловит. лишнего шума отправляемся в сторону вашего КПП. Надеюсь, мы договоримся с вашими командирами. Блин, нет, так не получится. Вот что значит трекер, так не получится вот делать. Плавность, все плавность. Что нас сделать? А, все, идем. Блин, так тяжело людей найти. Ну, есть, были, конечно, пару человек, которые с акцентом могут что-то... И то этот акцент, он... Ну, так, видно, что наигранный, да? Всегда не хватало людей, вот, допустим, с Кавказа каких-нибудь, чтобы озвучивали. Мало их. А у меня миссий много было, вот именно надо, вот, чтобы акцент был. Нам же за ним надо идти. Чё вы тупите? Блять, я командиру подскажу, он тупит, смотри. Пипец они тупые. Да, он бежал, блин. Ой. Говоря, они накрутили что-то в игре. Раньше боты, они другие были. Они вели себя, они более-менее как-то что ли выполняли задачи. А потом после обновы в самой армии что-то сломалось, я говорю. Они стали какую-то херню творить. Поэтому у нас некоторые миссии то работают, то не работают. То они идут, боты куда-то, то не идут. Командир, у меня твои пацаны. Не делай глупостей. Кто вы? И что вам здесь нужно? Так получилось, что ваша военная часть на этом острове оказалась у нас занозой в заднице. Понимаешь меня? Мы не хотим проливать кровь, если можно договориться. Ты вторгся с оружием на этот остров и пытаешься с кем-то договориться? Ты реально дурак или прикидываешься? Остров полностью под контролем наших десантных подразделений. Один лишний шум и тебя с твоими друзьями сразу накроют. Ты ошибаешься, командир. Нас много, и мы не хотим убивать твоих сопляков. Но с твоим мышлением я понимаю, что мы не сможем договориться. Ты меня вынуждаешь применять силовые методы. Докладывает дежурный патруль.
На остров проникли неизвестные вооруженные люди. У них в заложниках 3-й десантный взвод. Нам срочно требуется помощь. Отправляю координаты. Господа офицеры, у нас чрезвычайная ситуация. На остров проникли неизвестные вооруженные люди и взяли в заложники наших военнослужащих. Дежурный сумел вовремя предупредить о данной ситуации. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Работаем. Численность неприятеля нам неизвестна. На данный момент ведется наблюдение с воздуха. Ждем данные. Видите, в армии синхронность это очень важна. Даже штаны протереть надо всегда делать это одновременно. Вот тогда будет понятно, что вы в армии, вы в строю. Нет, служите строем, ходите. Вот. Синхронность очень важна. Я теперь понял, почему они одновременно что-то делают. Потому что они это строем ходят часто, наверное. Под одну ногу. Наблюдаю несколько вооруженных групп в разных секторах. Численностью около 100 человек. Они перемещаются мелкими группами. Одна группировка приближается к одной из деревень. Фигня ваша группа. Типа на острове, ну если так вот в целом расскажу. Вот эти ребята, типа враг здесь, ну вот эти бандиты, они, это боевики. Типа это 2006-2007 год, это времена еще, когда Чечня была, вот это все же там, да, первая, вторая компания. Вот, по сути это как бы типа обученные, подготовленные бандиты. А мы здесь обычные молодые ребята, которые ни хера еще толком не умеем, блядь. Офицерский состав у нас невеликий здесь. Поэтому, ну, это все со временем будет ясно. Василий, я ответил, давай. Че надо... Сука, вот единственное, что мне не нравится в этой игре, это вот это, то, что у меня опять мышка перескочила на чаты в игре. Ой, на стриме. Как его ударить-то? Иди в меню. Чё, давай. Короче, это заторможенная вот эта тема, блядь, в армии. Давай и ждешь час, когда меню появится. Надо же скриптам же прогрузиться.
пожалеете об этом, шакалы. Открываю огонь! Жаль парашюта! В него попали. Видали, как мы умеем? Да мы придурялись, мы эти... Как? Из спецназа... Спецназ, короче, мы, все. На остров вторглись террористы, мы сумели успешно выбраться из их окружения. В смысле минус 800? Я же спас всех. Убитый вами свои полевой командир. А, это свой был, оказывается? Мы, оказывается, с ними заодно, что ли? Блять, ёбнутая статистика иногда бывает. Но он, скорее всего, просто... Команда поздно сработала, что он врагом стал. Полевой командир. Их было более сотни. На остров проникли на катерах. Они просто не ожидали нас встретить на этом острове. Мы оказались для них серьезным препятствием. Молодым пацанам, которые еще толком не нюхали пороха, пришлось принять участие в кровопролитной битве за остров. Для меня это было настоящим боевым крещением. Может, оно было совсем и не так. Это же мы знаем из его рассказа. Вот как он рассказывает, так и происходит. Ну. Поэтому вообще придраться не к чему. Если какие-то ко мне вопросы, вот это он рассказывает, я тут вообще не при делах. Я его воссоздал, а он сам рассказывает. По данным нашей разведки, некоторые группы боевиков закрепились в указанных секторах. Освободить сектора от террористов. Вот эти. День оказался для нас боевым крещением. Чё молчите, бойцы? Хочу поздравить вас с первым боевым выходом. Первое боевое крещение, так сказать. Вот только прыжки придется пока повременить. Тут появились дела поважнее. Лопатин, ты издеваешься? Какие нахер прыжки? Пацаны на войну идут, им точно сейчас не до прыжков. Для нас это тоже боевое крещение. В этой ситуации мы на равных. Поэтому, братишки, давайте, мы это сделаем. Сегодня даже можете тельняшку не снимать. Каждый убитый враг, один прыжок в копилку. Ну да, кстати, я хоть и в десанте не служил, но я наслышан как бы. А, нет, подожди, стопэ я не служил, у меня маленько другая тема была. Но голубой берет у меня есть, кстати, я на него нормативы сдал. На тельняшку нет, не сдавал, я не прыгал, у меня нету тельника. На голубой берет сдавал. Да, на голубой берет тоже сдаются нормативы, если вы не знали. Не знаю, как у десантников. Вот, но голубой берет, он не только у десантников. Так, я вообще... Так, что-то хотел сказать. Я перебили. Вспомнишь, конечно. А ловко вы их сделали. Дежурный рассказал. Молодцы. Вспомнил. У десантников в стельнях и все строго. Вот. То есть тельник одевается только тогда, когда ты прыгаешь. Если ты не прыгаешь, вообще тельники, по идее, ну, только если там на парадах где-то одеть. Может там как бы, ну,
по уставу они не запрещены. Вот. То есть, если там офицеры тебе не могут там сказать, снимай тельник, ты не прыгал. Это все понимание, вот это именно десантное, коллективное. Вот. Чтобы понимать. Он четко приложил духов. Красавец. Агав уже прошел боевое крещение. Еще вчера. Это точно. Дроздовый прием. Группа боевиков ликвидирована. Шестой на позиции. Деревня под контролем. Ожидаем дальнейших указаний. Дрозд-1 на связи. Докладываю. Наблюдаю духов в секторе 010005. Их численность около 15 человек. Прекрасное небо, не губи меня, встреть меня мягко, родная земля. Сотни куполов в этой песне парят, полосатый тельник, на груди автомат. Голубая гладь, все передо мной, и раскрылся купол над головой. Навряд ли вы в Reforge такие миссии будете играть. Там будет атмосфера боевая, все, но там не будет такого. И когда выйдет новая арма, если она выйдет на редакторе Arma Reforge, навряд ли там это будет. Вы будете бегать за разведчиков американцев. Ну, я так думаю, потому что редактор этот сейчас хрен кто освоит нормально. Это, к сожалению, к сожалению. Наш черед. Пора задать им жару. Третий на позиции. Заходим в сектор. Пока это такие выводы были сделаны по Reforge. Дальше посмотрим, как они будут. Ну, что-то пока за это время надо полазить в мастерской, если там вообще миссии не PvP-шные, чем для одиночной игры, только за, допустим, за нашу армию, с озвучкой, с музыкой, с атмосферой, блин. Мне просто интересно, смогли что-нибудь освоить там в Reforge? Или просто задачка зачистить территорию и вернуться домой. Ну, блядь, не знаю. Просто пострелять там как бы можно, да, согласен. Просто все в этот Reforge бегут, а делать-то там что? Только с пацанами играть и все. Да? Правильно я говорю или нет? Или кто-то на него уже молится?
Опа, видали, как я умею в камне застревать почти? Камень перепрыгнул, смотри, говорит, что. Кстати, попробуем здесь паркур. Мина! Скотина. Мина, скотина.
Атакую! Вось! Атакуй! Завод стрелка! Северо-запад! Меняю магазин. Пытается все дострелить. Цель уничтожена! Ну вот эти еще нормальные боты, блядь, а не эти, которые, блядь, как не выстрел, так попадание, да? Нос не высунешь, блядь. Че хорошего в этих ботах? Блин, где ты, засранец? Под каким грибом спрятался? Меняю магазин. Стреляй в того солдата! Ну, сидеть. Готов! Готов. Пельмешек. Они отступили. Запрашиваем транспорт для эвакуации Если пострадавших. отступили, я их победил всех. Все, и медальку мне. Где командир-то? Как все ребята поют, но создал же Бог эту злую минуту. Черт ДШБ котельник, свой парашют. Вот вертолет, виражи закладая, ложится на курс боевой. Привет, Макс, спасибо. Что думаем, кого ждем? Дайте угадаю. Все как обычно сейчас. Все, приехали, блядь. Говорю, арма сломала, все нахер, все. Это обнова дебильная, которая была, когда там последний раз в армии, или что они там добавили, что-то обновили, скилл-то изменился. Помните, мы еще удивлялись, о, нифига, гранаты сейчас летят, там все летит. Вот тебе долеталось. Все боты тупанули. Где-то, да, они просто не выполняют свои задачи. Вот эта миссия, она здесь никогда не тупила вообще. Сколько мы играли, она вообще четко работала. Я сейчас перезагружусь, конечно. Но это баг. Перед кампанией предупреждал, что мы сейчас не первый раз сталкиваемся с этой хренью, когда рулетку запустил. Ну, подожди, это точно мои? Ну да. Видишь, они не идут. Мы должны идти на другой фланг.
Я сейчас еще загружу этот момент, если он будет такой. Сейчас переиграем вот этот момент. Если не сработает, придется только чит-код использовать. Не, обновлять я уже ничего не буду, не хочу. Все, иди нахер оно. Я уже заебался обновлять постоянно. Кто-то мне вчера говорил, что в Reforge постоянно все ломается. Так оно и в армии до сих пор он все ломается. Уже 100 лет прошло после релиза и до сих пор все ломается. Он уже стоит, тупит, по-моему, командир. Он должен перемещаться, он уже тупит, стоит. Он просто тупо встал и стоит. Он на одном месте, я имею в виду. По идее, он не должен так тупить. Они отступили. Запрашиваем транспорт для эвакуации пострадавших. Берем АБТР, ждем. Нет, скорее всего, проблема не в нас, а в БТРе, который должен подъехать. Но надо его промониторить. Сейчас я посмотрю. Свой парашют. Вот вертолет, виражи закладая, ложится на курс боевой. Дверь открываю, ногой вышибаю, и ринулись братцы гурьбой. С высоты Поэтому и сделали Armory Forge.
Зато графику сделали. Но что же ты, друг, растерялся? Или к кладбищу велел? Че, мы все не будем ходить, я так понял, да? Давайте ускорим. Вот подкрепление прибыло, но... И чё? Затупил командир наш. Не, ну если там что-то будет такое простое, как в армии 3, то можно, да? Вам освоить его в самый раз. Я имею в виду молодым тем ребятам. Мне-то все уже. Я уже все, на пенсию ушел. Задолбала меня эта хрень. Перезапуск. Ну, давай еще раз перезапустим. Просто, если не будет работать, пошло на жопу. Просто перепропустим. Хотя... Там, по-моему, у нас сейчас... Да не, ну давай, ладно, попробуем. Сейчас заново лучше сделаем. Посмотрим, если опять такая херня будет, то это значит все уже. Мне просто интересно, вот... Что это за хрень? Так, давай ускорим всю эту тему. Блин, чтоб... Почему он встал, не идет, я не могу понять. Всегда шел, тут не идет. Моды у нас стоят, ни Джети, ни Асин, ничего. Дроздор убил, группа боевиков ликвидирована. 6-й на позиции. Деревня под контролем. Ожидаем дальнейших указаний. Там осталось просто тот фланг зачистить немного, и все, блин, и мы застопорились. Ну. Потому что он не этот встал командир и все тупит. Блин, сейчас опять их надо вычислять. Этого врага надо опять в кустах смотреть. Он зараза сливается. Сейчас же вот он идет, бежит. Вот наш командир, сержант. Вот он потом должен к высадке группы идти. Он почему-то не идет. Не знаю. Не с той ноги, с БТРа слез, наверное. Хотя это уже обновленная компания уже. Чего? Последствия оптимизации игры? А, ну то есть, чтобы оптимизировать игру, надо просто ботов на месте поставить, чтобы они не ходили. Ну и все, они к тебе не прибегут, и все, у тебя будет все оптимизировано. У тебя врага не будет в районе. Но зато FPS плюс будет. Угу. Кстати, логично. А лучше вообще их с карты убрать. Вот, убрать дома, деревья, поле оставить. Ну, зато FPS будет больше. Как думаете? Неплохой вариант, да? Ладно, шучу я, блядь. Может, какая-то херня опять сломалась. Откуда я знаю. Сейчас посмотрим. Я не чувствую никакой оптимизации, потому что у меня компьютер сам оптимизирован для... Если раньше, допустим, там что-то можно было смотреть в армии 3 FPS эти, сейчас мне вообще плевать. Это, знаете, это как вот в игру Escape from Tarkov играют, у которых компьютер в 3 раза мощнее. Им уже пофиг. Им уже пофиг на эту оптимизацию. Они просто железом победили, не оптимизацию. Его попали. Черт побери. 5-й убит. Прикрываю. Иди. 8. Атакуй. Того стрелка. Верен.
Замечен противник. Солдат. Север. 200 метров. Прием. Хочешь победить неоптимизированную игру? Купи компьютер в 4 раза мощнее требовательной или как рекомендуемых параметров к этой игре. Вот, тогда тебе на эту оптимизацию будет насрать вообще. Это сейчас девиз, вот, правильно, девиз нашего времени. Давайте как в прошлый раз по мне не попадать. Нормально же все было. Блин, что за дебил дымы бросает, я не могу понять. Раньше не бросали свои дымы, тут кидать начали. Ой, нифига там. Они здесь раньше даже дымы не бросали. Ну. Так что я тебе говорю, обновлялась игра. Барин, ты мне говорил, что она давно обновлялась. Надо посмотреть компанию, когда обновила это. Что-то они тут обновили, я тебе говорю, дымы бросаются. Оперативка. Но я взял, у меня 64, мне ее хватит. Куда мне ее больше-то? Стоило дешевле в то время, когда я взял. Сейчас не знаю, сколько, не смотрю. Ой, как ГП-то не хватает, а? Сейчас бы пострелял. Патрон говно, вот этот, который заряжен. Он их не убивает нормально. У нас же сейчас у РФС, как и в Таркове, можно дротиками стрелять, а можно патронами. Что там ходишь? Здесь кто-то из чужих лазит под елкой. Меняю магазин. Смотри, вот стреляю по нему, а он это не погибает и все. В том, что у них бронежилетов нету. Они в жилетах гоняют. В обычных этих разгрузках ходят. 8-й, 2-й, ясно? У нас-то еще что-то есть, какой-то броник. Сейчас я посмотрю. 3-й левел. А у них там вообще жилет, по-моему, 1-го или 2-го. Или вообще он без бронежилета. А у меня, кстати, это... Да, у меня по 32 тоже, ну, стоят.
Я хотел 4 поставить по 16. Но не нашел то, что нужно мне. Тут же надо под материнку еще подобрать. Кончились патроны. Пополнил боеприпасы. Открывай огонь! Атакую! Атакую. Атакую. Что-то опять затупил. Командир, не тупи. Не тупи, командир. Все в твоих руках. Вот он здесь лег и лежит опять, этот дурачок. Вредный, настырный. Они отступили. Запрашиваем транспорт для эвакуации пострадавших. Можно вам поклониться? Спасибо, что не обосрали мне в этот раз игру. Сколько можно уже, вот, честное слово. Вот вам пример. Просто кто-то думает, у Лекса там опять косяк. Как раньше. Нет, это не у Лекса. Это вот почему-то в игре вот такая хрень происходит. Видишь, чем больше им задач ставишь, тем хочешь интереснее игру сделать, тем хуже она начинает, она быстрее ломается просто, и все. Им надо задачу ставить, все, вот, прямо добраться и обратно, больше ничего. Начинаешь им зигзаги вот эти выставлять, они вот так вот головой тебе нет говорят. Тупые. Стрелять умеют, а вот ходить, увы. Еще карта такая, это же все-таки у нас, если посмотреть по текстурам, вот эти елки-палки, это портированные карты из Армы 2. Текстуры-то Армы 2, по сути, переделаны. Да? Да, я знаю, что в Reforge есть Tools. Короче, тебе Reforge это заинтересовал. Ну все, давай. Ждем от тебя миссии. Осваивай. Не, как играть, я согласен, но создавать там я точно ничего не буду. Так что давай, Кирилл, ждем от тебя миссий интересных. Редактор-то у тебя пойдет. Главное, чтобы редактор шел. Ну а протестировать зови, поможем. Посмотреть на тебя. Ты лежишь, распластавшись, как птица. Кто-то же эти песни писал перед тем, как петь, да? Парашют. Знали б вы, братцы, как жить мне хотелось. Сегодня кореша на руках ну вот, унесут. допустим, как оно происходит. Не все же мы же, бывает, болеем тоже, и в армии болеют люди.
По-хорошему, вот я считаю, если даже солдат заболел, простыл просто, его лучше в госпиталь сразу, потому что он может других заразить. Вот. Ну и все, в госпиталь вот так попадаешь, там и пишешь песни и стихи. В основном там же времени много. Сидишь в потолок, плюешь. Кстати, там тоже в госпитале, блин, тоже распорядок есть дня. Там не это, тоже завтрак, обед, ужин, подъем. Там 6 утра, по-моему, если не ошибаюсь, или 6:30. Ну, там тоже распорядок есть. Правда, там поднятия флага нету. Когда я в госпитале был, тоже. Сейчас я подойду. Третий подкрепление получил. Ждем указаний. Продолжайте патрулирование секторов в вашем районе. Принял. Так что мой совет: будете играть, переиграйте, если что-то не получится. Если уже второй раз не получилось, значит это диагноз уже у миссии. Я 2 раза в госпитале был. Первый раз у меня, как раз мы вчера этого врача обсуждали. Дерматолог или кто он там, блядь. Короче, я станками вообще раньше не брился никогда, только бритвами. А в армию попал, там же станками надо бриться, ну и все. А лето, жара была. Ну я и набрился. Чуть за суицидника не приняли, блядь. Понарезал себе всю шею, блядь, изрезал. И все. По больницу загремел, блядь. Да, было время тоже. А второй раз меня перенес гайморит двухсторонний и этот бронхит сразу, 2 болячки. Короче, меня еле спасли, меня на поезде везли с температурой 41. Мне пришлось такой температурой терпеть где-то километров. Я не помню, сколько мы ехали в Алтайском крае. Ну, короче, час мне пришлось в судорогах. Я помню, мучился. Но главное, живой остался. Блять, это же надо было подхватить это говно. Ну, двухсторонний гайморит, это вы знаете, что такое. Это когда у тебя гной скапливается во лбу. Насморк, когда сильный, поэтому всегда говорят в детстве, когда у тебя насморк, ты должен это все высмаркивать. Если ты в себя это так будешь, оно все туда идет, и все. Со временем потом происходит гайморит. Вот, гайморит есть односторонний и двухсторонний. Двухсторонний, это значит, забивается у тебя 2 канала. Вот, лечится он элементарно. Туда, короче, пробивают хрящи. Вставляют 2 трубки, получается не трубки, а от шприца эти колпачки. Туда вставляют, потом к ним трубки подсоединяют и шприцом выдавливают через канал. Ну, так вот лечили мне его. Так что я знаком с госпиталем нормально. Так что поэтому просто вот это не шутки и все. Я понял потом со временем. Лучше, если такая херня, то лучше сразу ее лечить.
Ну, а бронхит, вы сами знаете, что это. Это когда бронхи страдают, тоже температура поднимается. Так что вот, госпиталь. Вот в армии, кстати, вот смех смехом, но врачи там хорошие у нас были. Сейчас я не знаю. Вот. Там врачи хорошие. По сравнению с гражданскими. Сейчас пока денежку им не заплатишь. Где командир опять надоел? Нет, я все, я прям счастлив был, что я... У меня единственная ситуация произошла, мне не портануло в том плане, что у нас как раз был... У нас с другой части, другую часть переводили, я как раз попал вот с этим говном. Пацаны уже прибыли, они как бы вклинились в коллектив, а мне еще пришлось вклиниваться. Я один пришел. Одно дело, допустим, если бы я бы с пацанами бы пришел сразу, мне было бы легче. А так я с госпиталя, когда выписался, я вообще пришел как новичок тоже. Короче, в армии есть такое понимание, вот. Ты же как бы, когда в одной части находишься, ты привыкаешь, там, ну, люди к тебе привыкают, все. У вас там свои какие-то правила, все. А потом, когда тебя переводят в другую часть, там уже другой коллектив, другие правила. Это не значит, что «О, братишка, дайте обниму, ты пришел с другой». Нет, там тебе надо показать себя тоже, что ты не какой-нибудь лантух. Да-да-да, в армии тоже это надо. Там не любят лантухов в коллективах. Над ними там издеваются. Кстати, в армии либо ты за коллектив, либо ты это лантух. Ну, там так в основном, если не в уставе служить. Блядь, где у меня командир надоел? А, вон. Как я люблю эти степные бега. Это в школе ты можешь там... Допустим, у тебя в коллективе что-то не пошло, ты домой пришел, мама, меня обижают, там все. Не, ну это ненормально, я это не поддерживаю, как бы нельзя так делать с человеком, доводить до суицида, все такое. Это пидорасы как это делают, вот. Ну, в армии там тебе не так, ты не прибежишь, мама, не скажешь, мама, меня обижают. Там тебя, если ты не так пойдешь, ну, как бы коллектив, если тебя не воспримет, все, ты либо... Ну, у тебя вариантов мало. Либо только в часть другую переводиться. Вот. Либо госпиталь только. На все остальные плохие варианты. Работает. Одна коробочка подбита. Поэтому мой совет вот, в армию идти уже готовым за себя постоять. Вот если ты будешь за себя стоять там, слабинку не показывать, вот, но при этом и не выебываться тоже. Там выебистых тоже сильно не любят. То есть в меру надо быть. То есть немного как бы с характером, но при этом не ходи там, да я, головка цветов заря. Тогда будет все нормально. Звук такой чпунь-чпунь. Они что там, бутылки открывают, что ли? Блять. Слышите, чпунь-чпунь. Ах вы, сука, алкаши. Чпунь-чпунь такие.
Да, я думаю, эта тема сейчас работает, и, ну, если в мирное время тоже. Она и в школах, и везде. Сейчас везде коллектив. Если не войдешь в коллектив, тебе, блин, жизни не дадут. Найдется тот, который будет тебе постоянно мозги выебывать, пока ты ему по башке не дашь. Просто в жизни, там, где коллектив, смотрит не на твои красивые глазки, а на твои поступки, на твое общение. Вот, как ты себя ведешь. Кто-то думает, сейчас вот красивым буду, меня все любить будут. Конечно. Полюбливать. Что там за бой идет, я не понял. Без нас. Так что, Николаич, крепкое рукопожатие тебе, красавчик. Приятно. Не, я как бы ко всем нормально отношусь, у меня нет такого понимания. Вот если не служил, то с тобой что-то не так. Ну не служил, значит были на это причины, как бы. Ну а я служил, я хотел, я целенаправленно шел. Вот. Ну и пацанам всегда респект тем, кто тем более знает, что такое армия. Да блин. Не знаю там, как с ними драться, я их не вижу никого. Буду сохраняться постоянно. Где у меня опять командир? Карта здесь степная в основном, поэтому придется часто в кустах драться. Я никак не смотрю на них. Ну, то есть для меня все люди, если он хороший человек, и все. Мне вообще пофиг, служил он, не служил. Для меня армия это, ну сходил в армию, че. Если бы хотел бы стремиться куда-то в институт, я бы лучше пошел бы в институт учиться. Зачем мне эта армия? Я прекрасно понимаю тех ребят, которые хотят стать, допустим, учеными какими-то или что. Но если они еще в армию сходили, то они вообще молодцы. И оттуда, если пришли нормальными, а то же оттуда можно разным прийти. Армия на всех по-разному действует. Смотря с каким коллективом свяжешься. Там разные коллективы есть. Есть, которые, допустим, куда-то потом хотят стремиться, а есть просто там примерно вот как в вопросе, вот там вот опрос вот у нас на ютубе. Ну, только не про сигареты. Там и таким занимаются, да. Так что раньше, да, 2 года как-то, может, там что-то было полезного. Я не могу про 2 года ничего сказать. Ну, за год, если есть такой выбор и не принуждают прям там, то лучше, конечно, сходить учиться.
Ну, если ты хочешь учиться, конечно. Короче, выбор твой, да? Что там за пиздюк? Выходи драться в честном поединке. Я буду стрелять, а ты падать. Не, ну честно же, да? Вот он сейчас выйдет, я буду в него стрелять, а он будет падать. Хороший же бой будет. Блять, озеро такое смешное, пипец. Ой. Кстати, вот опять же, карта, почему это карта? Потому что она была в армии 2. Компания была сделана в армии 2 на этой карте. Поэтому... Просто я там изучил, какие места, какие использовались локации, ну там районы, деревни. И вот сюда перекинул некоторые моменты, как бы. Ну все равно пришлось переделывать многое что. О, Август, привет, привет. Как дела? Я там вам вопрос задавал в группе, что у вас сегодня ивент-то будет? Если будет, готов переиграться, потому что вчера там некрасиво у меня получилось. Но это у меня с Арсеналом некрасиво вышло. Мой косяк. Блин, так атмосферно там было. И так, сука, я с этим Арсеналом помучился, и все, атмосфера пропала, да? Смотри, если будет ивент, то я могу еще сегодня Reforged стрим провести. У меня настроение сегодня хорошее под игру. Да, я думаю, ребята будут не против. Ой, я спортсмен по литерболу, нифига себе. Слушай, а есть день соревнования в федеральном, ну, в спорте по этому типу? Где-то соревнуются, наверное. Сейчас, подожди, посмотрим. Сколько раз в день ты дуешь? Чем больше, тем лучше. Только перед игрой и после. Да это с подколом вопрос. Просто, ну, как-то куришь, допустим, было бы, блядь, не так смешно. Дуешь, разные смыслы есть. Кто-то сразу думает, дурь всякую. Тут вот третий вариант ответа. Пачку в день дает понять, что эта тема про сигареты идет. Вот. А это чисто так, для настроения. Я понимаю, что юмор у всех свой. Нет. Чего нет? Че, не будем сегодня ивентировать, да? Стреляй. Что там спрятался? Или это... Нет, это враг. Вот суки, они над нами издеваются.
еще отряды. Нужно взять их в кольцо. Они работают несколькими группами. Дрозд, проведите чистку секторов в координатах 011, 035 и 011, 040. Это на карта, видишь? Маленькая такая. Здесь даже не полетаешь. Хотя аэродром есть. Что такое-то аэродром для этой карты? Ничто. Может что-то придумать. А, ну. Там говорит, эта карта, да, у вас запущена какая-то другая. Да я думаю, зайти все равно поиграть, наверное. Да нет, ну, если все упирается в тебя, конечно, что тебе напрягаться-то насчет этой темы. Я-то думал, ты это... Нет, да даже не думаю об этом. Это, во-первых, надо готовиться реально, блин. Это не так все просто. Вот. Не, я просто спросил, может вы что-то планировали, если не планировали. Ну... Да я думаю, зайти просто поиграть тогда, потренироваться, чтобы потом нормально бегать. Не, ну интересно было вчера. Просто я не доиграл из-за Арсенала. Так хотелось бы переиграть момент, но... Не, ну если у вас какие там идеи возникнут, я еще мог бы поучаствовать. Так-то сегодня выходной, воскресенье, может что-нибудь, ребята бы подтянулись. Ну, ладно. Если что, как бы это на связи. Ну, сейчас арму еще поиграем. Сколько мы играем вообще? Подожди. 3 часа почти. Поиграем в арму еще третью, потом в рухош пойдем. Так уж и быть, поиграем в арму сегодня. Все, вертолеты отработали по ним. Ну, по тем, которых не добили. В этом патрулировании потеряли несколько десантников, а также экипаж убитыми и сгоревшими БМД. Некоторые мои товарищи попали в госпиталь с тяжелыми ранениями. Мои убитые фраги. 2 диверсанта, 2 пулеметчика, стрелок с ГП гранатометом подствольным, 2 стрелка с винтовкой КАР-98К, это что-то типа Мосинки, и гранатометчик. Кстати, Август, блин, я вчера ну, я ушел, я просто уже устал, наигрался. Я там писал не писал. Там человек вам по вас поблагодарил, я там его тоже поддержал в Телеграме. Спасибо большое за ивент, хотел сказать. Молодцы, интересно все равно было. Который ты играл в Reforge? Сейчас скажу как. Ну так. Так и называется. USSR. PvE. Hard Kill там или Hard Game. Что-то написано вроде. Но он там один такой. Я вижу только партизаны тест. Не знаю, Август. Сервер запущен у вас? Короче, бандиты сделали диверсию на нашу базу. Диверсанты напали на базу. Наша задача добраться до базы, проверить ближайшие сектора. То есть диверсанты как бы отработали по базе и сбежали. USR проект. Ну я всегда USR говорю, пишу.
Возраст-1 на связи. У меня все чисто. Чё ты там все ломаешь? О, типа Сирии стоит. Все, лечу. Стопудово летим. Надо будет переодеться под сирийца тогда. Ну, солдаты, конечно, своей любимой... Солдаты своей любимой армии только под сирийскую форму. Ближайшие сектора базы. Каждый куст. Третий на приеме. Так точно. Сделаем. Так что обязательно зайду, поиграем сегодня. Пойду туда. Спасибо большое, что запустили карту такую. Не, у них все классно, ребята, так что вот советую, если вы еще не определились, куда вам Reforged, вот вы установили и стесняетесь, то вот заходите на USSR. Там и пацаны хорошие, адекватные, подскажут, помогут. У них телега вот есть. В телеге вам там подскажут тоже, если вопросы будут. Discord есть, у них все есть. Ну, вот. Не знаю, я вот как меня позвали тогда, я пришел, мне сразу атмосфера понравилась. Хорошие, спокойные ребята. Все вроде такие, ну, большая часть взрослых дяденек. Без выебонов. Есть там один дятел, конечно, я так и не понимаю, нахуя он там вообще. Ну, это им лучше знать. Берсерк или кто, я так и не понял, хуйней страдает. Когда он там уже деревья все переклюет, блядь. Ладно, вам лучше знать о нем. Вечно где-то долбит на опушке. Я просто не понимаю вот этого. Игра ПВЕ, идет одна команда. Пытаемся наоборот как-то сыграться, сдружиться, и тут появляется герой. Ха-ха, я из ПВП, смотрите, какой я крутой. Блядь, ну ты иди в ПВП, показывай там свои навыки, если ты чемпион. Ну. Я тут вечно... Вот, как обычно говорят, в семье не без урода, вечно найдется дятел. Дайте ему уже дерево подолбить. Пускай подолбит и успокоится уже. Он случайно не из этой категории, но раньше мультик был. Дятел Вуди, блядь. Блин, прикольный мультик, кстати. Так, все, это уже не серьезная игра у нас становится тогда. Марин 3. База получила сильные повреждения. Большая часть резервов уничтожены. Часть охраны уцелела. И там на каждый сервер по 60 модов. Хорошо. В ближайшее время на базу прибудут инженеры. Действуйте плану. Просто люблю называть вещи и людей своими именами. Ну, если дятел, то дятел. Если трава, то трава. Небо небом. Ну, что, разве это плохо? Когда есть у всех свои названия. Так, здесь у нас ПНВ не будет. Сейчас я посмотрю, что сильно темно, да? Да нет, так же, как и у меня. Ни хрена не видно. Еще песенка одна хорошая. Говорит второй. У меня все чисто. Второй, возвращайтесь к резервной базе и помогите инженерам разобрать завалы. Сделаем. Разлилась своим заманчивым светом. За дюралевым окном шум мотора. Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочка.
Так. Они не могли далеко уйти. А где Кузя? Кузя, ответь! Богдана не вижу. Богдан, ты где? Тишина. Контакт. Они где-то рядом с нами. Враг в кустах! У нас потери! Черт, у нас потери! Блин, тут надо как-то успеть спрятаться. Диверсанты нас тут засаду нам сделали. Шустрые гады. Слишком быстро сработали. Даже следа не оставили. Блин, где у вас тут камни хорошие? Они не могли далеко уйти. А где Кузя? Кузя, ответь! Тут кусты просто везде, я даже уже не помню, честно, где они, в каких кустах. Сейчас буду пиндюли отхватывать. В общем, это диверсанты, которые типа базу разбили. Они начали отходить. Вот, ну, нас отправили типа по их следу, чтобы их поймать и атаковать их. Вот, а в итоге они, видите, нам засаду сделали. Контакт. Они где-то рядом с нами. Враг в кустах! Офигенно, блин, нифига они какие-то реально как диверсанты. Расслабился, называется. А что, диверсантов сделали диверсантами, что ли, сейчас? Контакт. Они где-то рядом с нами. Так, сейчас я подойду пару секунд. Так, ну, ребята, нам надо сейчас вот эту миссию, наверное, допроходить и все, наверное. Идти в рефорж, потому что мы опять нормально там не поиграем потом. Поэтому нормально сегодня поиграли, как бы вспомнили компанию. Я вас просто хочу порадовать. Здесь победим мы, все. Ну что, да ты, сука, иди нахер.
Нет, здесь мы не победим. Я говорю в компании вообще, в общем. Итог. Игра глушак сейчас метелит. Аж страшно, блядь, после выстрелов этих. Щелчок такой жесткий. Контакт. Они где-то рядом с А как нами. от них прятаться уже, я не знаю. Либо здесь морда. Враг в кустах. Все к бою. Огонь по готовности! Атакуй! О, меня опять видно. Кто это? Сука. Ё-моё, там... 10 метров, прием. Третий на связи. Мы их обнаружили. Ведем бой. Сразу видно диверсанты, реально. Пацаны. Я вообще за грибами шел. Ё-моё, это с чего они такого стреляют? Такое ощущение, как будто там пулемет Уже херачит. потеряли 4. Мои пацаны не могут с ними справиться. Блин. Вас что, с рефоржа сюда перенесли, что ли? Я не могу понять. Я еще там их не освоил. Они уже сюда прибежали. Заряжаю. Блин, еще один. Херня вас тут. Ну да, эти посложнее будут, чем предыдущие были. Первый, ясно? Фига себе они агрессивные. Замечен противник. Солдат, юго-восток. 100 Что ты метров, там прием. хай-ду-еду говоришь? Иди, я тебе подумаю. 100 метров, прием. Все. 6, 9, стреляй в того солдата! Юго-восток! 8, стреляй в того солдата! Юго-восток! 6, 9, ясно? Блин, гранаточку бы, а? Нет, не такую, другую. 6, атакуй того стрелка! Фига ты ковбой. Я за камнем, а он во всю ширь к ним пошел. Блин, сложно, да, бойцы? Третий. Сектор зачищен. Диверсанты ликвидированы. Ну ты представь, вот если в камне здесь не было, я бы как камень бы лежал. Скорее всего, да? Фига они лупят вообще. Понял. Ждем. Напоминаю. Просто тут ничего не менялось. При таком скилле они херачат. Сложные боты иногда. Ну вот. Сколько миссий? Ну вот сколько мы сейчас прошли? Вообще 13 миссий получается. Ну вот считаем, сколько это уже. А кстати, предыстории тоже считаются.
Кого нас там ебут? Страшно. Это где? Ну тогда я туда не пойду, спасибо. Я не любитель таких этих, как правильно, острых ощущений. Блин, ты так написал, а я так прочитал. Так, ну... Это, кстати, вот именно мои, которые я убиваю. 4 стрелка, 5 пулеметчика, милиционеры. И 1 диверсант всего, да? Это, короче, диверсант руководил вот этими... Ну, смотрите, в общем, если этот ролик наберет нормально просмотров и в комментариях, может, там еще что-нибудь напишут, продолжи, я потом продолжу эту кампанию. А так мы будем потом заново запускать рулетку и уже эту кампанию с выбора уберем. Вот, так что, если будет вам интересно, потом мы ее продолжим. Все зависит от зрителя. Мне-то пофиг, я поиграю, как бы. Ну, давайте сейчас досмотрим вот этот ролик и все, пойдем отдохнем чуть-чуть и в рефорж. Да, она выпала сегодня у нас на рулетке, поэтому ее запустили. Компания старая, она еще создавалась на Арме 2, потом ее переделывали на Арму 3. Ну, я переделал. Так что сюжетик может быть какой-то такой немного детский, ну. В то время я голливудские фильмы еще не умел создавать. Да и сейчас не умею. Так, на любителя. Вон чувак с ведром на голове. Кажется, да? Нет, это она у него за головой лежит. Боевики сумели нанести нам сокрушительный удар по резервам, уничтожив большую часть горючего, которым мы обслуживали технику и вертолеты на всем этом острове. После этого события наше командование стало лучше осознавать, что против нас ведут войну подготовленные бойцы. Эти ребята уверенно шли на этот остров, зная, что против их оружия и навыков будет сложно противостоять обычным людям. Но, благодаря нашей десантной части... Это с какого это ради я должен ее добавлять туда? Так им не достался. Да, нам было сложно. У нас не хватало специалистов. И мы теряли молодых пацанов каждый день. Знаешь, как в песне? Забудь его, забудь. Что-то там уйдет. Там про любовь поется. Как бы, ну, короче, уйдет он как дым. Ведь у него в мечтах не мы. За первую неделю борьбы больше половины моего взвода погибли или полегли в госпитале с разными степенями ранений. Это ремейк. Война продолжалась. Страшно так как. Ладно, все, пропускаем. И уходим отсюда. Следующая миссия на войне. Ну, сейчас посмотрим. Не туда зашел. Вот это не миссии, это как бы такие прологи в миссиях. Вот, миссии у нас идут вот отсюда, да, уже. Ну, то это как пролог, наверное, считается. Тут же, видите, идет пролог, игра, пролог. Ну, вот миссия. Никто, кроме нас, получается, вот мы играли. Враг не дремлет. И вот на войне сейчас, по идее, это третья боевая миссия только будет. А эпизодов, считайте уже сколько. Одиннадцатый пошел. Вот, ну, это не считается как миссия. Ну, 11 это не как миссия считается. Там же написано у нас 9 прологов получается и 13 миссий.
Байрон, я не буду добавлять те миссии людей, которые, ну, сейчас обиделись на нас, и зачем я буду их лишний раз тревожить? Пускай дальше обижаются. Вот, что ты мне этих людей предлагаешь? Зачем? Тебе они так интересны, что ли? Ну, ты понимаешь, что эти люди, они обиделись? Ну, бывает такое у людей, обижаются они на все. Ну, если у нас сейчас люди обижаются, я что сделаю? Так что не буду я это добавлять. Зачем? Я добавляю только миссии тех людей, которые не обижаются, живут на позитиве и играют. Так что успокойся. Все нормально, все в порядке. Все, ладно, на этом Арма 3 у нас сегодня завершается. Рулетка у нас свое, так сказать, отыграла. Следующую уже рулетку будем миссии опять смотреть. Так что приходите. А сейчас пауза, не минут 30, наверное. И пойдем в Армуре Форж играть атмосферу Сирии. Посмотрим, что там. Ну, там я плохо играю, сразу говорю. Меня там убивают часто. Я там возрождаюсь по 500 раз. Поэтому не знаю, как получится. Предупреждаю сразу. Ладно, до встречи. Хорошего времени всем. Играйте в Арму.